Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Реакция Чангука, когда Тэхён сказал «Мне нужен огонь, но он у меня есть». Тэхён всегда подчеркивает значимость Чангука, выделяя его среди других, делая нужные акценты. 난 얘가 있으니까. 서로 떨어지지 않겠다. Девятое место. Буквально посекундно видно, как его выражение лица меняется. Тэхёну можно все. Другой бы участник, кроме Тэхёна, уже бы получил от Чангука. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Люди спорят, виноват ли Чангук в новом скандале?». Что случилось? Это самый масштабный скандал года. Корея этого не простит. Подробное объяснение. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Всегда в своем мире. Седьмое место. Тэйкук – это тот тип парней, которые даже во сне невольно обнимают и целуют друг друга, потому что их любовь всегда переполняет. Шестое место. Поведение пары. Рядом с Тэхёном Чангук будто светится. В каждом движении и взгляде читается любовь и счастье. Ну как бы ожидаем больше такого скоро. Пятое место. Наша сладкая флирт-парочка.
4 место. Забота. Третье место. Новости. Тэхён Навэвас. Фанат написал: «Тэхёна, ничего страшного, если у тебя не очень хорошо получается выращивать растения. И даже если они вянут, усилия и забота, которые ты в них вложил, никуда не исчезают». Ответ Тэхёна: «Я принес этого малыша домой 3 дня назад». Фанат написал: «Это потому, что ты новичок, так что, конечно, с первой попытки можно потерпеть неудачу. Разве не у всех так в начале?» Ха-ха. Если будешь постепенно продолжать практиковаться, со временем обязательно станешь в этом профи. Ведь если посмотреть на это так, разве успех не заключается в том, чтобы учиться и расти благодаря ошибкам и трудностям? Ответ Тэхёна: «С этого момента я буду стараться изо всех сил как новичок в разведении растений и прилагать еще больше усилий». Как же шикарно они подходят друг другу. Суд постановил, что Тэхён и Чангук должны получить дополнительно по 5 миллионов вон каждый сверх первоначальной суммы. 23 января Западный окружной суд Сеула, Гражданская апелляционная коллегия 2-1 под председательством судьи Ли Чунчхаля вынес решение по апелляции в деле о возмещении ущерба, поданный Тэхёном и Чангуком, а также их агентством Bigit Music против владельца скандального YouTube-канала Талдеа Кэмп. Суд частично отменил решение первой инстанции в части, где Тэхёну и Чангуку было отказано в удовлетворении требований, и постановил дополнительно выплатить каждому из них по 5 миллионов вон. Ранее, в феврале прошлого года, суд первой инстанции обязал ответчика выплатить Big Hit Music 51 миллион вон, Тэхёну 10 миллионов вон, Чангуку 15 миллионов вон. Если решение апелляционного суда вступит в окончательную силу, общая сумма компенсации составит 86 миллионов вон. Тэхён и Чангук подали иск в марте 2024 года, заявив, что владелец канала Талдеа Кэмп нанесла ущерб их репутации и незаконно использовала авторские материалы. Канал специализировался на видео с злонамеренными слухами об айдолах и на данный момент уже удален. Верховный суд Южной Кореи назначил дату окончательного рассмотрения кассации по уголовному делу на 29 января. Просто Чангук привык носить своего парня на руках. Журнал A-News опубликовал подборку питомцев знаменитостей, среди которых оказались Бам и Чангук. Издание рассказывает о животных, которые дарят знаменитостям утешение и поддержку. Среди них Чангук и его пес Бам названы одной из самых гармоничных пар. Мы живем в эпоху, когда у каждого 10-го есть питомец. Мы представляем особенных компаньонов, которые дарят знаменитостям максимальное утешение и силу. От одного взгляда на них на душе становится теплее. Он слишком горячий парень.
Концертный тур BTS способен превзойти экономический эффект от шоу Тейлор Свифт. Тур The Eras Tour Тейлор Свифт, ставший самым кассовым в истории и стимулировавший расходы потребителей в США на сумму порядка $5 миллиардов, готовится уступить пальму первенства. Новый музыкальный феномен, масштабный тур группы BTS, по оценкам экономистов, может принести экономике десятки миллиардов долларов в ходе своего североамериканского этапа. Экономисты отмечают, что у фанатов BTS много общего с поклонниками Тейлор Свифт, Свифтис, лояльность, возраст и готовность тратить. Однако существует ключевое отличие. Фанаты BTS гораздо более увлеченные и преданные, чем поклонники западных артистов, говорит экономист университета Янсе Сайон Квон. Особенно после длительного перерыва в концертной деятельности группы, многие готовы на сверхусилия, чтобы посетить шоу не только у себя в стране, но и за рубежом. В этом году BTS начинают свой крупнейший мировой тур, включающий 34 региона на 5 континентах. Это знаменует возвращение группы после почти 4-летнего перерыва, связанного с обязательной военной службой участников. Предыдущий тур группы в 2021 году принес Лос-Анджелесу свыше $100 миллионов, а Лас-Вегасу около $160 миллионов. Предстоящее мировое турне с 79 концертами, как ожидается, превзойдет эти показатели на порядок. Среднестатистические данные к BTS неприменимы, подчеркивает Майкл Мариано из Tourism Economics. Их влияние будет невозможно даже осознать. Эксперты сходятся во мнении, что сочетание массовости, высокого спроса и готовности путешествовать создает идеальные условия для самого масштабного тура в истории группы. Тур BTS, без сомнения, станет главным событием года в индустрии, отмечает Тимоти Калкинс, профессор маркетинга Северо-Западного университета. Каждая остановка маршрута обеспечит беспрецедентный рост потока туристов, загрузки гостиниц и общей экономической активности, потенциально превысив показатели тура Тейлор Свифт. Для городов, организаторов, это уникальная возможность для ребрендинга и привлечения новой аудитории, недостижимая с помощью традиционных маркетинговых инструментов. Эксперты, такие как Карабурун, указывают, что экономический мультипликативный эффект от тура BTS может быть усилен за счет фан-мероприятий и поп-ап-проектов, характерных именно для культуры кей-поп. Совпадение по времени концертов и таких локальных активностей создаст исключительные возможности для малого и среднего бизнеса, полагает он. Ну как ему можно отказать? Чангук возглавил национальный опрос имиджа среди сольных исполнителей, улучшив имидж Кореи. Этот рейтинг имеет большое значение, поскольку является результатом всестороннего опроса влиятельных личностей в различных областях, таких как знаменитости, спортсмены и политики. Чангук занял 6-е место в категории «Самый популярный кей-поп-певец» в опросе зарубежной корейской волны 2025 года по состоянию на 2024 год, ранее опубликованным Министерством культуры, спорта и туризма и Корейским фондом международного культурного обмена. Он также занял 4-е место в той же категории в опросе зарубежной корейской волны 2024 года по состоянию на 2023 год, что подтверждает его неизменное влияние на мировом рынке, поскольку он 2 года подряд входил в топ-10. Их любовь дарит бабочки в животе.
Christmas Tree стал четвертым клипом Тэхёна, набравшим 100 миллионов просмотров на YouTube. 23 января клип Christmas Tree набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube, став четвертым музыкальным видео Ви, достигшим этой отметки после Winter Bear, Sweet Night и Love Me Again. Выпущенный в канун Рождества 2021 года, Christmas Tree стал саундтреком к дораме «Наше любимое лето». Песня получила высокую оценку за теплый и нежный вокал Ви, который усилил эмоциональное воздействие дорамы и повысил вовлеченность зрителей. Музыкальный директор Нам Хе Сын с самого начала планирования работы над Christmas Tree держал в уме Ви. Рассказывая о процессе создания песни, он поделился: «Голос Ви обладает неповторимым очарованием в низком, высоком и среднем диапазонах, поэтому, хотя при создании этой песни нужно было учитывать множество факторов, процесс был действительно приятным». После выхода песни Christmas Tree вошла в историю как первый корейский саундтрек, попавший в чарт Billboard Hot 100, и до сих пор остается самым популярным корейским саундтреком в мире на Spotify. Песня также получила международное признание, будучи названа Billboard одной из лучших рождественских песен 21 века. Для нас он всегда останется малышом. Два года назад, именно сегодня, IU представила захватывающий и очень эмоциональный музыкальный клип на песню Love Wins All с Тэхёном в главной роли. Клип был выпущен одновременно с песней 24 января 2024 года. Видео действие происходит в постапокалиптическом мире, где молодые люди пытаются спастись от опасности и находят удивительную, почти волшебную видеокамеру из прошлого. На какое-то время IU и Тэхён отвлекаются от переживаний благодаря необычным свойствам камеры, но смертельная опасность все равно их настигает. Первоначально песня называлась Love Wins, однако перед релизом название было изменено на Love Wins All из-за критики, связанной с использованием фразы в контексте легализации однополых браков в США. Я буду скучать по этому видео, когда оно закончится. Как же он любит его фотографировать и снимать. Один взгляд на него, и вы уже влюблены. Тэхён недавно купил 3 набора столовых приборов премиум бренда Horon Black Edition, вероятно, для нового дома. Что интересно, такими же столовыми приборами Horon пользуется Чангук, причем именно Black Edition. На Viva Sleeve в сентябре 2025 Чангук готовил трюфельную пасту, в
кадре четко видны эти черные столовые приборы. Наши два эстета выбрали один и тот же премиум бренд. У них схожий вкус в минималистичном и качественном. Давайте не будем забывать, что этот человек может практически все. Полиция Сеула провела встречу с Hype, чтобы обсудить меры безопасности для концерта BTS в Кванхвамоне, так как они прогнозируют, что в день мероприятия соберется около 200 тысяч человек, что значительно превышает первоначальную оценку Hype в 18 тысячах фанатов. Сообщается, что полиция первая предложила Hype провести встречу, поскольку прогнозирует, что количество людей, которые соберутся на площади Кванхвамон, значительно превысит количество мест, которые сможет предоставить Hype. Hype ранее выразила желание провести концерт для около 18 тысяч фанатов, когда подавала заявку в правительство Сеула на использование площади Кванхвамон. Но поскольку концерт будет проходить под открытым небом и бесплатно, есть вероятность, что количество зрителей значительно превысит 200 000 человек. Полиция также подтвердила, что подняла вопрос о необходимости обеспечить бесперебойное движение поездов на близлежащих станциях метро для обеспечения безопасности в этот день. Окончательный план по обеспечению безопасности будет рассмотрен на заседании Комитета по безопасности Сеульской городской администрации 24 февраля. В этом заседании примут участие представители правительства, полиции, пожарной службы и других соответствующих организаций. Их любовь так прекрасна, что любоваться ею можно как картиной. Сообщаются случаи, когда взрослые мужчины пишут женщинам-членам фандома, не заботясь о том, несовершеннолетние они или нет, с обещанием оплатить им самые дорогие билеты на концерт и все, что они пожелают в обмен на, вы понимаете, что именно. Пожалуйста, будьте очень осторожны с людьми, с которыми вы общаетесь в социальных сетях, с приемом звонков и ответом на сообщения от неизвестных номеров. Не подвергайте себя такому опасному риску. Если вы не сможете увидеть ребят в этот раз, ничего страшного, будет в следующий. Будет еще много возможностей, но жизнь у нас только одна. Мы любим его всем сердцем. Есть много улыбок, но квадратная улыбка Тэхёна — это нечто совершенно особенное. Она настолько обворожительна, настолько единственная в своем роде, что просто невозможно не восхищаться. Чистый восторг.
Ким Тэ-хён не просто справляется с ролью, он живет ею, и это видно в каждом кадре. Его способность передавать сложнейшие эмоции одним лишь взглядом, мимолетной улыбкой или едва заметным изменением выражения лица – это нечто феноменальное. Самое время залипнуть на его ноги. Эта улыбка такая особенная. Теория о том, что Тэ-хён черпал вдохновение из «Синей птицы» для одной из концептуальных фотосессий к альбому Type. «Синяя птица» рассказывает о мужчине, вынужденном подавлять свою мягкость и уязвимость из-за токсичной и репрессивной маскулинности. Она показывает, как любовь и уязвимость допустимы только наедине, но никогда не проявляются открыто. Словно находясь в клетке, он не может выйти за ее пределы, даже если иногда ему удается вырваться и показать себя миру. Если Тэ-хён сделает это, то Чангук это тоже. Ну какой же прекрасный милый малыш. Второе место. Это так интимно. Просто Тэ-хёну нравится немного дерзкий Чангук. Знаменитые призраки, крутящиеся почему-то только вблизи Чангука. Первое место. То, как Чангук ходит хвостиком за Тэ-хёном. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.